Весной 1942-го командующий 33-й армией Западного фронта получает приказ Жукова бросить свои окруженные немцами войска и самолетом эвакуироваться на Большую Землю. Если бы генерал Ефремов подчинился, он наверняка бы уцелел, получил бы новую армию, воевал до победы, и его имя сейчас было бы у всех на слуху. Но Ефремов предпочел поступить по-другому. На подступы к Ржеву и Вязьме Красная Армия вышла после победного контрнаступления под Москвой. Здесь в январе 42-го оно останавливается, и продвинуться дальше советские войска не смогут 13 месяцев, несмотря на колоссальные усилия и жертвы. Поэтому после войны о Ржевской битве предпочтут забыть. Во всех учебниках сразу после московского контрнаступления будет о сражении под Сталинградом. В реальности между ними был ровно год. Все это время бои под Ржевом не смолкали. Многое из того, о чем мы расскажем, официально до сих пор считается секретным. Документы так и лежат в спецхране. Но скрыть правду уже невозможно. И сегодня мы можем реконструировать те события с документальной точностью. Января командующих Западным и Калининским фронтами Георгия Жукова и Ивана Конева вызывают в Кремль на совещание к Верховному. «Немцы в растерянности от поражения под Москвой», — говорит Сталин. «Они плохо подготовились к зиме. Сейчас, полагает он, самый удачный момент для перехода в общее наступление». И Жуков, и Конев знают, что это не так. Войска измотаны декабрьским контрнаступлением, нуждаются в отдыхе, в пополнениях, а их нет. Потом Жуков напишет, что даже спорил с Верховным, но тот его не послушал. «Наша задача, — продолжает Сталин, — в том, чтобы не дать немцам передышки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны». Наступление решено начать немедленно. Вместе с другими к нему готовится 33-я армия Западного фронта. В свои 45 ее командующий генерал Михаил Ефремов – знаменитость, успевший с начала войны покомандовать 3 армиями и Брянским фронтом, сдержанный, подтянутый, внимательный, он горячо любим в войсках. При старом режиме о таких говорили «слуга царю, отец солдатам». Ефремов из первого поколения красных генералов, тех, кто рос вместе с армией. В гражданскую командовал бригадой и дивизией, потом закончил военно-политическую академию и академию Фрунзе. Он один из немногих генералов, счастливо избежавших чистки. Сейчас его 33-й армии предстоит наступать на Вязьму. Задачей январского наступления в 1942 году было нанести поражение группе армий «Центр» и освободить города Ржев, Вязьма, Сычевка, Жацк. Но в ходе наступления сделать этого не удалось. И войска расположились таким образом в ходе наступления, что образовался выступ, названный Ржевско-Вяземский, нацеленный на Москву, близко расположенный к Москве. Тверской историк Светлана Герасимова занялась Ржевской битвой в ту пору, когда архивы были еще наглухо закрыты. На карте хорошо видно, что это действительно выступ, немецкий кокоть, занесенный над Москвой. Поставлена задача срезать его с 2 сторон. 8 января начинает наступление Калининский, 10 января Западный фронт. 33-я армия генерала Ефремова прорывается к Вязьме, но советские клинья, вгрызаясь во вражескую оборону, глубоко в ней увязают. За те 3
4 месяца, что Ржев и Вязьма в их руках, немцы устроили здесь один из лучших для своего времени befestigter Abschnitt, укрепрайонов. Вот его остатки видны до сих пор. Причем это бывшие советские доты. Отступая в 41-м, их оставили вермахту без боя. В 42-м перед советскими войсками не только доты. Немцев траншеи полного профиля, блиндажи, пулеметные гнезда, минные поля и хорошо оборудованные позиции артиллерии. Вся местность тщательно пристрелена. Вдобавок у немцев полное господство в воздухе. А у Красной Армии не всегда хватает сил даже на артподготовку. Наступают-то сходу, не пополнив запасы и не дожидаясь резервов. Расплачиваться приходится пехоте. Она остается 1 на 1 с подготовленной вражеской обороной. Вперед, вашу мать! Мы пошли. Шли. Темно, 6 часов утра. Потом увидели серая полоса, так, проволочное заграждение. Народ же не обученный. Ура! И разбудили. Не подбежали к проволоке, она целая. Полезли. И повесили из пулеметов нас на этой проволоке. Осталось 8 человек всего. «10 января Ефремову, его войска уже недалеко от Вязьмы, сообщают худшую из возможных новостей. Немцы ударили по тылам и отсекли его от основных сил фронта. 33-я армия попала в окружение». Генерал связывается со штабом фронта, просит разрешить прорыв к своим. В этот момент он наверняка удался бы, сил у армии еще достаточно. Нет, приказ Жукова продолжать операцию, сковывать силы противника, наступать на Вязьму. В том, что Ефремов окружен, Жуков обвиняет самого Ефремова, мол, наступая, тот не обеспечил свои тылы. Командарм глубоко уязвлен, ведь идти вперед и только вперед приказывал сам Жуков. Время между тем идет, и немцы все плотнее сжимают кольцо. Им там хорошо командовать в тылу! Бои где-то далеко на востоке, а тут слышно только, как птицы поют. В декабре 41-го Катынский лес в 10 километрах под Смоленском тщательно охраняется. Через полвека он станет известен всему миру. За год до прихода немцев НКВД расстрелял в нем сотни польских офицеров. Но сейчас здесь находится генеральштаб der Heeresgruppe Mitte, штаб группы армий «Центр». После провала наступления на Москву в штабе проведена тотальная чистка. Командующий группой, фельдмаршал фон Бок, отправлен в отставку. На его место присылают юнтера фон Клюге, потомственного военного, сделавшего при Гитлере головокружительную карьеру. Приближенные называют его Клюге Ганс, смышленый Ганс. Генерал Вальтер Модель считается едва ли не самым ярым приверженцем Гитлера во всем вермахте. За оперативный талант и гибкость его называют Feuerwehr des Führers, пожарным Гитлера, Meister der Defensive, мастером отступлений и просто Стаханов. На днях его назначили на совсем незавидную должность командующего 9-й армией. Она стоит на самом острие Ржевского выступа. Страстный любитель охоты, Модель в первое же свободное утро отправляется в лес на участок, где стоит 6-я дивизия. По дороге он видит, как небо озаряют с севера, юга и востока русские сигнальные ракеты. «Mein Gott, ich bin hier bei Ihnen wie auf einer Insel», — восклицает Модель. «Бог мой, я у вас здесь как на острове». Но Моделя не зря называют пожарным. После организованных им контрударов на острове, вернее на островах в немецком тылу, находятся уже советские части. Ефремов под Вязьмой, а шедшая ему навстречу 29-я армия под Ржевом. Манчаловские леса до сих пор глухие и безлюдные. В окружение с 29-й армией попадают 2 писателя.